Здравствуйте, уважаемые рукодельницы, гости моего канала. В данном видеоуроке вяжем вот такой вот идеальный овал узором ротанг. Смотрите, в серединке у нас нет никаких дырочек и в серединке не проложена косичка. Вот изнаночная сторона. У меня это будет первая часть мастер-класса по вязанию сумочки. Но в данном видеоуроке я вам расскажу, то есть мне надо будет набрать всего лишь 3 ряда, связать овал. А я вам расскажу, как вязать данный овал далее, если вы хотите связать себе сумочку побольше, либо донышко для любой другой сумочки, потому что донышко получается очень плотным за счет этого узора. Итак, для работы нам понадобится, у меня это шнур карамель 5 миллиметров, цвет глясе, да, где в одном моточке у меня 75 метров. Также вязать я буду крючком номер 5,5. Смотрите, заказать такой шнурочек со скидкой 10% по моему промокоду можно на сайте Пряжа Центр. Ссылку вы найдете в описании под данным роликом. Узор ротанг, он идеальнее всего вяжется вот таким крючком, который с двух сторон у нас есть крючки, да, хотя они у меня и разные, там здесь пятерка, здесь шестерка. Я вам покажу, как можно вязать и таким крючком, и просто обычным крючком. Итак, приступаем к работе. Итак, набирать цепочку мы будем необычным способом, немножко по-другому. Это для того, чтобы, как я и говорила, чтобы по серединке нам не пришлось вывязывать косичку и у нас не было никаких отверстий. Итак, оставляем хвостик длиной где-то 40 сантиметров. Вот внизу у меня идет хвостик, а сверху у меня основная нить. Заводим крючок. Вот таким вот образом я это делаю. И делаю узелок. Да, теперь смотрите, как мы набираем петельки. Вот внизу у нас хвостик. Мы этот хвостик накидываем на крючок и основной нитью провязываем. Первая петелька. Вторая. И таких петелек нам надо набрать 17. Третья. Четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, вот 17. Смотрите, ну прям вот такой вот маленький хвостик. То есть 40 сантиметров вполне достаточно. Далее набираем просто воздушную петельку. Да, разворачиваем наше вязание. Хвостик можно будет вязать, можно будет потом его спрятать. Итак, начинаем вязать донышко. Идеальный овал узором ротанг. Смотрите. Продеваем крючок, то есть у нас получается косичка вот такая с двух сторон. Так, продеваем крючок и вытягиваем наш шнур вот до такого уровня. То есть смотрите, чтобы у нас две вот эти петельки были на одном уровне. Вынимаем крючок и заводим его с обратной стороны. Вытягиваем через длинную петельку нашу короткую и смотрите, как я провязываю в данном случае столбики без накида. Обычно я их провязываю вот так, да, но при вязании узора ротанг я их буду провязывать вот таким вот образом, просто захватывая наш шнур сзади и вот так вот провязывая.
Так, первую петельку провязали. Сейчас вы видите, как будет вырисовываться узор. Далее под следующую косичку мы снова вытягиваем наш шнур. Заводим крючок вот так, вот таким вот образом. Да, и снова провязываем. Так, все, вот эти наши петельки поправляем. Так, под третью косичку идем. Вытягиваем шнур вот таким вот образом, чтобы они были на одном уровне. Крючок достаем, петельку, и сзади захватываем и провязываем. Петельки потом все выровняем. То есть для вязания такого узора у нас обязательно должен быть плоский шнурочек, потому что благодаря тому, что он плоский, мы красиво вот выкладываем этот наш рисунок. Вытянули, провязали. Смотрите, обычно этот узор вяжется, да, вот таким двусторонним крючком. Сейчас я вам покажу. У меня он есть, я могу вязать этим крючком, несмотря на то, что с одной стороны у меня пятерка, с другой шестерка, у меня все равно я свяжу одинаково, потому что я контролирую плотность вязания. Так, вот так вот вытягивается, да, а потом захватывается и провязывается. Еще раз покажу. Вытягивается шнурочек на одном уровне, протягивается и провязывается. Мне неудобно просто, что вот здесь вот у меня такое вот выпуклая ручка. Обычно крючок, он одинаковой длины идет, чем удобнее вязать. Но я, в принципе, вяжу вот этим крючком, и мне удобно. Так. Вытянули, провязали. Смотрите, я иду до конца своей косички, оставляю последнюю петельку. Покажу, что будем провязывать, как будем вязать последнюю петельку. Итак, подошли к уголочку, к последней петельке. В последнюю петельку мы провязываем 3 столбика. Да, то есть вытянули первую петельку, провязали. Далее вытягиваем вторую, провязываем. Уже начиная со второго рядочка, да, они проще начнут вязаться. Это здесь у меня они немножко так туговато, но зато посерединке у меня никаких отверстий не будет. Все, провязали 3 наших столбика и далее снова идем по прямой. Когда дойдем вот сюда, где мы делали первый столбик, я вам покажу, что делать далее. То есть просто вот так вот под косичку, и здесь у нас тоже снова косичка, ныряем и провязываем наши вот эти столбики, так как я вам показала. Посерединке у нас не образовывается никакого отверстия, и косички нам прокладывать не надо. У нас все получается плотно. Вот, смотрите, какая красота, как ложатся наши столбики в обе стороны. И с изнаночной стороны. Так, вяжем самостоятельно. Итак, смотрите, провязали по второй стороне и пришли туда, вот откуда мы начинали вязать первую петельку. И сюда же с обратной стороны мы провяжем еще 2 петельки, да, ныряем, смотрите. Напротив нашей первой набранной петли вытянули и, как обычно, мы провязываем. Одну провязали, еще раз сюда ныряем. Вот так вот. Вытянули, провязали.
Да, вот эту петельку вытягиваем немножко, делаем немного длиннее. Сейчас будем закрывать первый ряд. Как закрываем первый ряд? Вот, смотрите, начало нашего вязания, вот первая косичка и вот эта вот петелька. Мы за косичкой, мы с изнаночной стороны, вот эту вот длинную нашу отодвигаем и заходим с изнаночной стороны. И вытягиваем нашу длинную петельку. Вытягиваем на изнанку. Все петельки хорошо подтянули. Длинные наши разложили как надо. Вот, эта петелька наша с изнаночной стороны. Затянули и провязываем в воздушную петлю. И сейчас будем переходить на второй ряд. Так, смотрите, как мы будем... Куда надо вставлять крючок? Крючок мы вставляем вот так между двумя длинными петельками, но с обратной стороны он должен выходить между двумя вот этими скрещенными петлями. Смотрите, петельками. Вот таким образом должен выходить крючок. То есть вставляем крючок, начинаем вязание вот отсюда, за нашей первой длинной петелькой, и вот с обратной стороны, куда выходит крючок. Да, между двумя вот этими вот, между двумя вот этими петельками. Вытянули и дальше вяжем точно так же, как я показывала, да. Только если у вас вот эта петелька плохо ложится, вы ее поправляете руками. Вот. Далее снова вот сюда, вот куда выходит наша петелька. Две такие петли, вот над ними домик, и вот таким образом вытягиваем и провязываем, раскладываем наши эти длинные петли красиво. Вот вяжем по этой стороне. Когда дойдем до угла, я расскажу, что делать. Итак, подошли мы к нашему уголку. Теперь смотрите, как мы будем вязать уголок. Вот у нас 3 вытянутые петли. Между ними будем делать прибавки. Здесь одна прибавка, 2 петельки провязываем, и здесь одна прибавка. Так, делаем наши прибавки. Не забываем, как у нас должен выходить крючок. Проверяем. Так, вытянули петельку одну. И сюда же ныряем, вытягиваем вторую петельку. То же самое провязываем и здесь, делаем прибавку. Да, ныряем, вытягиваем нашу одну длинную петельку, провязываем и сюда же второй раз нырнули, вторая наша длинная петелька и провязали. Таким образом сделали 2 прибавки на углах. Одна прибавка, вторая прибавка. Далее по прямой мы вяжем как обычно. Выравниваем наши эти длинные петельки, чтобы они были красивые. Где надо, поправляем. Вяжем по прямой. Еще раз покажу на противоположном уголочке. Сделаем с вами прибавки и закроем второй ряд. Вяжите самостоятельно до вот этого уголочка. Итак, дошли до противоположного уголочка. Вот наши 3 длинные петельки. И снова сейчас вот здесь делаем прибавку и здесь.
А здесь можно, в принципе, было закрепить маркером, что это начало вязания, да, то есть вот сделаю так. Так, давайте делаем прибавки. Еще раз сюда провязываем. Так, 2 петельки. Так, одну прибавку сделали, делаем вторую. Вытянули. Провязали одну прибавку. И вот эту петельку сейчас делаем более длинной. Я вам в первом ряду показывала, что мы ее провязываем после того, как провязали последнюю петельку ряда. Но как бы правильнее будет делать, вот она, предпоследняя петелька провязана. Да, мы эту петельку делаем длинной. Ныряем и провязываем последнюю петельку нашу длинную. И когда мы протягиваем вот эту нашу длинную петлю, все, мы ее не провязываем, мы ей будем стягивать, закрывать ряд. В первом ряду я ее провязала, там не видно это начало ряда, а вот далее в рядах, чтобы овал был идеальным, чтобы не было никаких расхождений, мы ее не будем провязывать. То есть мы вытянули ее, да, и по логике мы должны ее сейчас провязать и продолжить наше вязание. Но так как это у нас последняя наша петелька второго ряда, мы ее не провязываем. Заходим с изнаночной стороны, закрываем наш второй ряд и вот эту петельку вот так вот протянули. Вот таким образом, чтобы шнурочек у нас регулировался. Вот, видите, тогда ряд будет идеальным. Можете в первом ряду ее не провязывать. Я провязала, в первом ряду не видно. Но на самом деле правильно делать вот так. Все, теперь провязываем воздушную петлю. Идем вязать третий ряд. Начинаем вязание сразу после нашей длинной петельки. Ныряем. Точно так же должны правильно должен выходить крючок. Вытягиваем и провязываем. Так. Да, воздушную петельку мы сделали. Все, сделали воздушную петельку. Ныряем. Вытягиваем. Провязываем первый столбик. Поправляем длинную петельку. И там, где начало ряда, мы ставим маркер. Все, далее по прямой вяжем точно так, как мы и вязали. Доходим до уголочка и далее расскажу. Далее, начиная с третьего и последующие ряды, расскажу, как надо вязать, чтобы овал у нас был идеальным. Для нашей сумочки, я вам говорила, что это первая часть по вязанию сумочки, да, нам понадобится для нашего овала всего лишь 3 ряда. То есть я этот ряд свяжу и все. Вам расскажу, как необходимо вязать далее, если вы будете вязать овал побольше. Так, довязали до нашего уголочка. Теперь в третьем ряду мы делаем 3 прибавки. Так, и каждый последующий ряд, вот я покажу здесь на этом примере, да, каждый последующий ряд мы тоже будем делать 3 прибавки. Смотрите, вот наш третий ряд идет. Вот он. Одна прибавка, вторая прибавка, третья прибавка. И в четвертом ряду расстояние между 3 прибавками у нас будет одна длинная петелька. Вот прибавка, вторая, третья, и между ними вот по длинной петельке. В пятом ряду 2 длинные петельки, прибавка, 2 длинные петельки, прибавка, 2 длинные петельки, прибавка. И так каждый ряд расстояние между 3 прибавками увеличивается на одну вот такую длинную петлю.
Я вязать дальше не буду, я свяжу только 3 ряда. Я говорила, что для сумочки мне необходимо только овал, где 3 ряда. То есть мы сейчас с вами делаем 3 прибавки. Делаем сюда прибавку. Так, одна прибавка. Сразу идет вторая прибавка. То есть под одну косичку провязываем 2 наши длинные петельки. И сюда третья прибавка. Третья прибавка наша, да, петельки расправили. Вот, как вязать далее овал, я вам только что рассказала. Сейчас снова по прямой вяжем как обычно. Наши вытянутые петельки, видите, я вяжу вот этим крючком, приноровилась, очень даже нормально. Так, не забываем, как крючок выходит с обратной стороны. И на противоположной стороне далее прибавочки вы сделаете сами, а я вам все 3 рядочка я с вами провязала, да. Далее ставим маркер. Те, кто хочет вязать сумочку, будут ждать новый мастер-класс. Я расскажу, какие материалы необходимы для вязания такой сумочки. А те, кто хочет связать овал побольше, я тоже рассказывала, что далее просто между прибавками у нас будет появляться по одной длинной петельке. Одна, потом 2, потом 3, на одну больше. То есть каждый ряд мы делаем по 3 прибавки, и между ними на одну длинную петельку с каждым рядом становится все больше. Здесь у нас пока только 3 прибавки. В следующем ряду мы сделаем прибавка, 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 но уже между прибавками одна петелька провязывается и вторая. Да? А здесь раз, два, 3 прибавки. Поделилась с вами, как делать так, чтобы посерединке у нас не было большого отверстия, чтобы нам не надо было провязывать косичку. Вот у нас такое плотное донышко. Я рассказала, как переходить на новые ряды, как вязать такой узор ротанг. Поэтому, если вам полезен был мой мастер-класс, мой урок по вязанию вот такого овала узором ротанг, овала без дырочек, ставьте, пожалуйста, ваши лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!